Мне удалось добыть 5 различных трофеев. Это было действительно сложно, трудно, но все-таки смог это сделать. Есть. На месте. Северный Кавказ. Самый густонаселенный регион России и царство неприступных гор. Здесь, где цивилизация теснится в долинах, исполинские хребты вздымаются к небу, храня древние тайны. Их склоны – вотчина диких зверей, где правит суровый закон природы. Именно сюда, в сердце этих первозданных гор, устремляется трофейный охотник Дмитрий Макаров. Говори так, что не подойдет. Буду пробовать. Его цель не просто добыча, его цель – вызов. Вызов вершинам, стихиям и самим хозяевам этих диких ущелий. Есть! Первый трофей. Охота на Кавказе. Минеральные воды встречают нас хорошей погодой, солнце, плюс 15. Первым делом выдвигаемся в Кабардино-Балкарию, где будем охотиться на среднекавказского тура. Надеюсь, что все пройдет гладко и хорошо, и нам будет благоволить удача. Так что вперед на самую лучшую охоту в мире, горную охоту. Видишь горы? Вот за ними уже Грузия, вот это центральный Кавказский хребет, он вот так идет до Осетии. Вот за ними уже Грузия получается. А вот то, что белое мы видим, это Эльбрус, гора. Охотникам предстоит долгий переезд до базы. Их путь пролегает через город Тырныауз, самый высокогорный город России. Разрушенные индустриальные постройки на склонах гор напоминают о его славном историческом прошлом. Многие знают Тырныауз и его горно-металлургический комбинат. Одни называют его заоблачным, другие именуют городом звездного металла, третьи связывают с рекордами добытчиков молибдена и вольфрама. Специалистов сюда привезли, и потом они уже после развала комбината начали разъезжаться. А так здесь русских очень много жило. По дороге к базовому лагерю организаторы предлагают провести пристрелку винтовки. По горизонтали четко. Вроде пристреляли, более-менее нормально. Оружие проверено и готово к охоте. Дальше предстоит подъем на машинах в горы. На Кавказе езда по горным рекам на автомобиле считается обычным делом. Так, на машине я еще никогда не ездил. Серьезное испытание сейчас было. Ну, вот сейчас мужики пытаются. С первого раза у них не получилось, но мы проскочили. После сложной переправы команда прибывает на первую охотничью базу. Итак, мы в Кабардино-Балкарии. Часа 3 у нас заняла дорога. Мы наконец-то прибыли в лагерь. По дороге смотрели туров, к сожалению, не обнаружили пока. Сейчас располагаемся, отдыхаем. И завтра с утра выходим на охоту на среднекавказского тура. В 5:30 утра.
часов в 6, в начале 7 начнет светать. Поднялись где-то на 2300. Частично на машине, частично пешком. Полкилометра прошли, сейчас выдвигаемся в то ущелье. Начинает светать уже, поэтому пейзажи становятся все более интересными, красивыми. И там будем смотреть вправо-влево, там уже ледник. Вот, поэтому надеемся, что выше они подниматься уж точно не будут. Ну, посмотрим, что будет дальше. Поиски начались. Охотникам предстоит пройти через ущелье, склоны которого облюбовали среднекавказские туры. Егеря сейчас осматривают ближайшие склоны, но это как раз именно та ситуация, когда стоит довериться опытным проводникам, егерям. В охоте на тура я ни разу не принимал участие, и для меня, конечно, сложно даже элементарно понять, где они могут быть. Природа Северного Кавказа отличается удивительным разнообразием ландшафтов. Высокогорные пики, непроходимые ущелья и тысячелетние ледники соседствуют с плодородными долинами, густыми лесами, реками и озерами. Горы Кавказа обеспечивают уникальные условия для самой разнообразной флоры и фауны. Егеря смотрят, чтобы лишних помех не было. Самым сигналом, потому что могут дать сигналы, туры могут сорваться. Вижу, идет. Вот это вот он. На проплешине, наверное, да? Да. Ну, небольшой вроде, да? Ну да, да. Нашли рогача вот на соседнем склоне. Для него 800 метров. И совсем так трофейный. Хочется поинтереснее, конечно, поэтому ищем, смотрим все-таки пока. Во время жаркой погоды, до глубоких снегов, тур будут находиться на вершинах. Спускается вниз только перед гоном. Все. Отгулял январь, да в январе опять отделяется от коз, уходит восвоясь. Все. Козы отдельно, они отдельно рогачи. Рогачи уходят на свои места, козы на свои. По весне окот, рогачи спускаются на зелень, козы на зелень. Все перемешано. Худые. И до 1 августа они пасутся по низам почти. Пока жара не начинается. Жара началась, туры ушли, рогачи наверх. Все. Ищем, ходим. Время охоты. Ходим на вершины, поднимаемся. Ночью встаем, на рассвете на вершине, смотрим, тура находим, добываем, спускаемся. Поднялись в этот распадок. Здесь вот наблюдаем группу небольших самцов, самок и ягнят. К сожалению, крупных рогачей нет. Может быть, лет 5-6 такие. Неинтересны такие трофеи. Поэтому сейчас движемся дальше, поднимаемся, смотрим. Сейчас высота 2750. Прошли 3,5 километра. Так что охота в самом разгаре. Команда решает подняться выше. Солнце еще не прогрело низину, и осторожные старые туры, скорее всего, остаются наверху. Поднимаемся вверх, не торопимся. Вообще считаю, что если ты идешь, то твой тур от тебя никуда не уйдет. А вот если ты не идешь за ним, то это не твой тур. Так что потихонечку в своем темпе, ритме идем наверх. Наконец охотники видят искомых туров. Черный большой камень, видишь, он на снегу. Прямо на нем они лежат. 4 крупных самца отдыхают на теплых камнях. Итак, егеря обнаружили 4 рогачей прямо по курсу. 870 метров для них. Какая дистанция для меня некомфортная для стрельбы. Мы максимально подойдем, а там уже будем пробовать. Вот выполз. Больше не дарим. Дмитрий еще никогда не стрелял на такую дистанцию. В случае промаха животные уйдут, и охота на сегодня будет закончена. А сегодня в любом случае все. Если мы, допустим, сейчас поднимем,
Они будут уходить, они все, что есть, с собой заберут. Ну, как бы они уже здесь ничего не останется. Ну, я не уверен выстрелить, я сразу говорю. Пора брать хорошую позицию, лечь не торопясь, ну, как бы посчитать все. Туры лежат. Ближе никак не подползти, буквально, может, еще метров 30. Буду пробовать. Охотники принимают решение сократить дистанцию. Других вариантов нет. Местность открытая, и любое передвижение может быть замечено животными. Сокращаем дистанцию. И вот за этой горой сразу. Все открыто кругом. Легли так, что не подойдет. Сейчас, наверное, финальный рывок. Будем искать позицию для стрельбы. Да и то камня постно. Туры по-прежнему не подозревают о присутствии людей. Удается сократить дистанцию до 760 метров. Для Дмитрия этот выстрел может стать рекордным. Дмитрий принимает решение стрелять нижнего. Похоже, это самый старый самец. Есть, на месте, на месте. Среднекавказский тур 760 метров, рекорд мой. Надо пробовать, правильно. Здорово, классная охота. Горы классные и трофей. Охота состоялась на среднекавказского тура в Кабардино-Балкарии. Высота у нас 3200. Егеря увидели группу из 5 трофейных самцов, 4 которых были очень трофейными, так скажем. Среднекавказский тур. Первый мой тур, добытый на Кавказе. Боевой самец. Рога здесь чуть-чуть подстерты. Ну, видно, что такой бывалый уже. Вот этот кончик, если 14 Нам удалось сократить дистанцию до 762 метров. Ближе подойти было просто невозможно, поэтому, собственно говоря, все случилось. Спасибо егерям, которые сопровождали меня на этой охоте. Отдельное, традиционное спасибо мне хотелось бы сказать своему отцу. Папа, спасибо тебе большое, ты пристрастил меня к охоте. И вот такой шикарный трофей среднекавказского тура мне удалось добыть. Я очень доволен. Отличная охота. Если лежачего поймал ты его, увидел, и обойти сможешь лежачего, можешь подойти близко. А так вот ты видел дистанции какие? 500, 600, 700 метров. Так что здесь все взаимосвязано. Тур и егерь. Кто кого перехитрит. Сейчас грузимся и двигаемся дальше в Карачаево-Черкесию за кубанским туром. Мы домой, охотники в следующие угодья. Команда выдвигается в следующие охотничьи угодья, расположенные в Карачаево-Черкесии. Живописный маршрут пролегает до древнего карачаевского аула Хурзук. Там Дмитрий будет охотиться на кубанского тура. Помимо этого, организатор охоты предлагает добыть еще 2 трофея Северного Кавказа – дикого яка и гибридного тура. Вечером команда прибывает во второй базовый лагерь. Все отлично. Чем дальше в горы, тем роскошь и комфорт ниже остается. Ну ничего, все будет прекрасно. Мы находимся в Карачаево-Черкесии, в ауле Хурзук. Выдвигаемся на пристрелку оружия. Основная наша цель – это
кубанский тур. У нас еще 3 дня, поэтому надеюсь, что мы все успеем. Организатор охоты сказал, что попутно может организовать охоту на яка, поэтому пристреливаемся и попробуем добыть яка. Ну, что там, раньше наше село начиналось прямо отсюда. Это по преданиям наших стариков. И, по-моему, даже в 824 году насчитывалось около 5500 человек в этом селе. Потом большая какая-то болезнь. Наступило то ли последствия чумы, то ли что-то еще. Потом переселение, потом война. Начали люди переезжать в большие мегаполисы. Нас все меньше и меньше. Ну, вот так и живем на периферии. Это край географии, читайте, это грань фантастики. Красивые, волшебные, чудесные места. Вдохновляют такие места. Ну, в таких местах нам предстоит охотиться. Чтобы оставаться уверенным в выстреле, Дмитрий вновь пристреливает винтовку. На новом месте, в новых условиях. При стрельбе в горах нужно учитывать множество характеристик. Атмосферное давление, температура, влажность воздуха, ветер – это далеко не полный список факторов, влияющих на траекторию полета пули. Высоко в горах низкое атмосферное давление и разряженный воздух окажут на пулю меньшее сопротивление, чем на уровне моря. Соответственно, пуля пролетит дальше. Просто интересно, вот здесь высота 2100 где-то. Там стрелял я было 3300. И получается разница в корректировке на то же расстояние, на 762 метра. Там было 54 клика, а здесь выдает 56. Из-за того, что разная высота. Там выше падение или меньше. Максимально пройдемся на машине, дальше уже пешком и попытаемся взять хорошего трофейного яка. Естественный ареал диких яков – высокогорье Центральной Азии, а именно горные долины Тибета и Гималаев. Яки имеют густую шерсть, которая позволяет им переносить экстремальные перепады температуры. Этих гигантов весом более тонны можно встретить на высотах до 6000 метров. Мускульно-жировой горб на холке участвует в терморегуляции и позволяет хранить запас энергии. Рядом с деревом небольшим, черный большой. С этой стороны обойдем вот так. Яки обладают хорошим зрением, что помогает им обнаруживать хищников и другие опасности на больших расстояниях. А вот тех мы не вспомним. Может, отсюда и хорошо было бы стрелять. Можем спугнуть. Несмотря на комфортную для выстрела дистанцию, Дмитрий решает скрасть животное. Проводник предложил использовать лес, чтобы остаться незаметным. Здесь. Охотникам удается приблизиться на 220 метров, тем самым обнаружив себя. В стаде начинается волнение. Времени на раздумье не остается. Нужно стрелять как можно скорее. Голову приподнял. Точный выстрел в шею моментально сражает горного гиганта. Як дикий. Слышал, слепок, попадание.
221 метр, 16 градусов. Конечно, расстояние не такое большое, но все-таки с первого выстрела. Внизу было 420 метров. Хотел попробовать стрельнуть, но не то, что не рисковать, но все-таки это охота. Надо и суметь и подойти максимально. Хороший трофей, база шикарная. Боевой самец. Отлично. 221 метр, угол 16 градусов. Подкрались. Все получилось по классике. Обнаружили стадо где-то на расстоянии 420 метров. Удалось нам сократить дистанцию до 220 и при угле 16 градусов произвел точный выстрел в шею. Ну и, собственно говоря, вот такой вот шикарный трофей. Большое спасибо проводнику Мусе. Для нашей местности это просто супер. 2 великолепных трофея добыты. Горы при Эльбрусья продолжают удивлять. Только мы вернулись с охоты на дикого яка в Карачаево-Черкесии. Позвонили проводники и сказали, что увидели прекрасный трофей гибридного тура. Мы тут же выдвинулись на предполагаемое место охоты и действительно увидели группу. По словам организатора, гибридный тур или козло-тур – это помесь диких туров, живущих в высокогорье, и обычных домашних коз. Иногда во время гона молодые самцы туров спускаются на пастбище, где пасется мелкий рогатый скот. После таких визитов у домашних коз появляются на свет эти удивительные животные. Я в камень могу попасть. Линию стрельбы перекрывает крупный камень, и Дмитрий решает поменять позицию. Охотник обнаружен, но любопытные животные не уходят. Нужно торопиться, ведь они могут скрыться в любую секунду. Животные движутся наверх. Дистанция увеличивается. Дмитрий занимает удобную позицию для выстрела. Нужно дождаться их остановки. И как только тур останавливается, охотник производит выстрел. Попадание есть. Да, вон. Вставать пытается, подожди. Он сейчас встанет и все, упал. Все, упал. Есть. 367 метров, да? Не, Больше? меньше. Взяли гибридного тура. Конкретно? — 311 метров было, 19 градусов угол. С первого выстрела мне удалось добыть вот такой шикарный трофей такого гибридного тура. Я думаю, он займет достойное место в моем трофейном доме. Отличные рога, очень такая оригинальная шкура. Это 3-й трофей за 2 дня. Кавказ встречает Дмитрия очень гостеприимно. Но впереди остается еще охота на кубанского тура. Вот мы переезжаем на охоту на кубанского тура уже. Сегодня вот такая погода. Но с обеда вроде должно чуть-чуть открыться. Пошел снежок, поэтому, может быть, туры спустились пониже. Так что продолжаем охоту. Надеемся на лучшее.
Здесь у нас фауна такое, что много туров у нас в Карачаево-Черкесии вообще. Когда много туров, к ним подходить очень трудно. Группы вот этих самцов достигают до 100, до 150, до 200, 300 голов собираются. Вот стада такие бывают. На лицо знаю некоторых туров уже, вот смотрю, вот этого рога другие, в этом столько лет. Лично знакомы, Да. можно сказать. Мы занимаемся биотехнией, как в Холландце. Кормим от зверей, охраняем от людей. Чтобы охотхозяйство приносило деньги и чтобы популяция как-то расширялась. Только так, потому что просто прийти и взять — это неправильный подход. Надо, конечно, заниматься охотхозяйством. Рыся тоже очень много у нас. 29 килограмм весил рысь. Живой вес. Очень много туров уничтожаем рыси, да. Годовалых и даже больших коз режут. Все равно страх есть. У больших самцов тоже от рыся. Поэтому они все время на чеку. Мы были здесь вчера, мимо проезжали вот по этому склону. Ну, такое ощущение, что я здесь ни разу не был. Абсолютно пейзажи не узнаваемые, погода изменилась, и все выглядит совершенно по-другому. Времени 10 часов утра, потихонечку начинают открываться вершины. Поэтому, как и планировали, сейчас двигаемся на второй домик, он находится чуть повыше. После небольшого традиционного перекуса команда охотников продолжает свой путь. Форели вот тут не листятся. Сейчас потихонечку посмотрим. Как едешь на машине, обычно видишь постоянно, они там. Нерест форели происходит поздней осенью или зимой при низкой температуре воды. Самка выкапывает хвостом гнездо в галечном грунте на участках с чистой проточной водой. Отложив икру, она позволяет самцу оплодотворить ее. Затем самка закапывает кладку слоем гравия, формируя защитный бугор. Средний Кавказ богат водными ресурсами. Густая сеть рек, питаемых вечными ледниками и обильными осадками, создает здесь поистине уникальные условия. Влажные долины, прохлада горных потоков, сложный рельеф – все это формирует удивительное разнообразие экосистем и дает жизнь огромному множеству растений и животных. Такие прекрасные условия мы попали во втором домике. Конечно, красота неописуемая. Альпы, мне кажется, нервно курят в сторонке. Вот такие вот красоты есть у нас в России. Выходим в поисках кубанского тура. Вот так вот разъяснилось к 12 часам. Видно все склоны, все вершины, поэтому надеемся обнаружить туров. В этих местах, помимо кубанских туров, также обитают и среднекавказские. А еще здесь можно встретить гибрида этих двух подвидов. Организатор охоты предлагает Дмитрию добыть трофей гибридного тура, если появится такая возможность. Между ними поднимемся или этих. То есть вот так вот хотим подняться, где-то занять вот тут какую-то позицию, да? Потихонечку да, ближе к балочке, выше. Ага. Они следы вот сюда идут. Они отсюда поднялись, спаслись. Потенциально могут сюда и спуститься, да, начать? А мы тут да. будем как раз, если что, ожидать, да? Заметили группу из самцов. Хорошие рогачи есть. Думаем, какую позицию лучше занять. Главное, чтобы они все-таки пошли на кормежку к нам сюда и не перевалились за хребет. Кавказские горы известны своим суровым характером. Проводник ведет команду вдоль хребта. Нужно настигнуть туров до наступления темноты. Под гребень. А гребни
Некоторые с правой стороны, некоторые с левой. Все понятно. Все понятно. Недалеко от этого камня, да? Чуть ниже. Поднялись где-то мы на 500 метров. В общей сложности. 3,5 километра проделали. Ну, так нормально. Подъем такой хороший. Наблюдаем две группы рогачей. Одна группа с этой стороны. До нее где-то 750 метров. Другая с этой стороны. У нее где-то может километр. Вот с этой стороны увидели тоже группу где-то из 5-6 тоже хороших рогачей. Ой, это уж если у нас что-то сегодня не получится. Охотники принимают решение ждать туров внизу. Есть вероятность, что животные начнут спускаться. Они должны начать спускаться уже скоро на кормежку, на вечернюю. И тропы все как раз отсюда поднимаются туда, то есть, соответственно, спускаться должны так же. И там несколько. О, пошли все. Все пошли. Смотри. А Смотри, побежали нижние. А эти туда смотрят за ними. Ой, сколько их, смотри, там голов. Они 30. наверх пошли. А те же вниз пошли, что эти наверх пошли? Видишь, те побежали, а эти что-то шибанулись. Что-то встали. Встали, опять развернулись туда. Несмотря на все прогнозы, туры идут наверх. Сумерки окутывают горы. Время играет против охотников. Ниже его маленький, а вот этот хороший, да? Да. Хороший бык там, рогач. Такой темный. Прямо кубанец чувствуется. Кубанец точно? Да. Кубанский тур, он же западно-кавказский тур, живой символ неприступных гор Кавказа. Он отличается мощным приземистым телосложением, толстыми рогами, загибающимися полумесяцем и густой лохматой шерстью. Охотники замечают двух трофейных самцов. А тут среднекавказский верхний большой, который. Да. Давай все-таки вот этому положить посмотреть. Там даже тут, видишь, стройные тут. Нас идут посередке. Я вижу. Трофейный тур скрывается из вида. Скрылся, уже не увидишь. Охотники поднимаются выше. Егеря замечают крупного самца, увлеченно поедающего растительность. Это отличный шанс. Темнеет очень быстро, и действовать нужно без промедлений. Егеря предупреждали о том, что в этих местах встречаются гибридные туры. И сейчас в сумерках трудно определить, какой именно это тур. Чистый кубанец или гибрид. Понятно одно – это крупный трофейный самец. Из-за рыхлого снега сошки проваливаются. Нужно быстро искать устойчивую позицию. Тур начал подниматься по склону. Нельзя снова его упустить. Теперь, при ближайшем рассмотрении, егерям стало ясно, что это не чистый кубанский тур. Это гибрид. Спасибо, мужик. Спасибо. В любом случае, добыт великолепный трофей, и охотник доволен.
Команда уже собиралась выдвигаться к трофею, как вдруг проводник заметил еще одну группу самцов. На этот раз егеря уверены, это чистые кубанские туры. Нужно действовать. Дистанция составляет 220 метров. Дмитрий быстро занимает позицию и производит выстрел. Есть, молодец. Снайпер тут оказывается. Снайпер. Ничего не видно практически, но все-таки удалось совершить точный выстрел. 220 метров, угол 35 градусов. Спасибо, мужики, спасибо. Я уже не верил, честно сказать, потому что мы долго подходили, потому что с двух сторон были туры. И мы решили все-таки именно вот этих посмотреть. Еще один трофей Карачаево-Черкесии. Мне удалось добыть чистого кубанского тура. Как оказывается, есть особенности определенные. Вот эти шишечки, они как раз говорят об этом. Егеря мне перед охотой говорили, что здесь бывают смешанные стада, попадаются чистые кубанцы, попадаются и гибриды. Так что вот такой шикарный трофей кубанского тура мне удалось сегодня добыть. 2 туров. Гибрид и чистый кубанец. Спасибо Кавказу. Отличная охота. Кавказ принял нас тепло. Всего на охоту у меня ушло 5 дней. Мне удалось добыть 5 различных трофеев. Благодаря именно слаженной работе всех егерей, организатора охоты. Для меня, прежде всего, горная охота – это вызов самому себе. Сможешь ли ты подняться на эту гору, сможешь ли ты найти животное, сможешь ли ты совершить точный выстрел. Ты понимаешь, что для тебя это было действительно сложно, трудно, но ты все-таки смог это сделать, ты смог этого достичь. 760 метров, рекорд мой! Поэтому вперед в горы, не бояться трудностей, подниматься вверх, карабкаться, ставить вызовы себе, преодолевать их и расти дальше и дальше.